Одна обезглавленная туша козла, десятки разъяренных всадников, крики, вопли и зачастую драки. Добро пожаловать на популярную среди кочевых народов игру Кокбюру. И это надо как минимум один раз в своей жизни увидеть. Every day, every night, пацу ходит за край. Паки самый-самый май. Чё там вообще нагандай? Хапай, ну не протекай. Сейчас наш тайм. Это древняя популярная конно-спортивная игра среди киргизов, алтайцев, башкир, казахов, узбеков и многих других народов Центральной Азии, является симбиозом, пожалуй, регби, где играют не мячом, а тушей козла, и скачек. Это что-то очень странное, специфическое, мне даже не с чем сравнить. Чтобы вы понимали контекст. Горные массивы заснеженные, сзади куча людей, все болеют, смотрят, как будто это, не знаю, футбол, финал чемпионата мира, куча лошадей, соответственно, их испражнений, что-то кричат по громкоговорителям, блин, обалдеть. Плюс к тому же месиво, потому что здесь все уже натоптали, и лошадки, и люди. Ой, грязь, месиво, весело. Это по-настоящему жесткая мужская игра тюркских народов, так что, пожалуйста, будьте готовы. Правила у нее своеобразные. Я продирался через разные тонкости игры не один час, но сейчас постараюсь объяснить вам максимально понятно. Итак, есть поле, по размерам почти как футбольное, 200 на 70 метров. Есть две команды, в каждой от 4 всадников, хотя может быть и 8, и 12, и чуть ли не 50. Все зависит от формата турнира. У каждой команды есть свой тай-казан. Это такой вот земляной вал, играющий роль ворот. Задача завладеть улаком, тушей козла. Вот так она выглядит. Из воспоминаний и легендарных игроков Кокбюру. Шкура у козла самая крепкая, у других животных она рвется, поэтому берем именно козла. Внутренности у животного, конечно, убираем. Туда потом кладем ячмень, чтобы потяжелее было. Тогда только этим снарядом можно играть. И этого парнокопытного нужно забросить в чужие ворота. Кто больше забросил, у того больше очков, и тот, соответственно, выиграл. Далыш Рустам Тымалиев деп айтсак болот, 2011 жылдан бери мыкты оюнчу болуп келген, 2015 жылга чейин. Да, вы сейчас такие. Да ничего, в принципе, сложного. Но, во-первых, попробуйте дотащить на вытянутой руке тушу, которая может весить 10, а то и 20 кило. А во-вторых, в этой игре хоть и есть судьи, но по большому счету бороться можно практически как угодно. Когда эмоции бьют через край, тут творится натуральнейшая дичь. Ключевая роль, естественно, отводится коням. Тут столько нюансов. Во-первых, зацените, какие у них хвосты. Такая броня-косичка делается специально, чтобы в пылу борьбы лошадка не осталась вообще без хвоста. Во-вторых, только посмотрите, как их тренируют. Их специально учат сдавать назад, толкаться, брыкаться, даже кусаться. В общем, всеми правдами и неправдами не пускать к заветной туше. Нужна именно полукровная лошадь. У чистокровных лошадей слабая кость. При любом ударе во время игры она может ноги себе поломать. Конь должен быть резвым. У него должны быть навыки толкаться и при этом не бояться других лошадей. А сколько, кстати, лошадь стоить может? Хорошая прям лошадь. Миллион сом. А машина сколько может стоить? То есть он как хорошая машина стоит? За 50 тысяч долларов лошадь. Есть за 100 тысяч долларов лошадь. Но они как футболисты, как умные. Тоже золотой мяч получает как Месси, да? Нет, был тут этот. Свой Криштиану Роналду, да? Тут Месси был этот. Прям называется. Лошадь Месси. Лошадь Месси? Месси. Как Месси он скачет, туда-сюда. Наоборот, лошадь должна самая крутая быть. Мустанг какой-нибудь там, я не знаю, Мбаппе.
По Кокборю или Кокпару, как его еще называют, проводится и чемпионат Азии, и даже чемпионат мира. Самые топовые сборные — это Кыргызстан и Казахстан. Они обычно в финалах и играют. Главным турниром по этому необычному виду спорта являются Всемирные игры кочевников. Это такая полноценная олимпиада для кочевых народов. Турнир проходил в последнее время несколько раз на Иссык-Куле в Киргизии, но следующие после пандемийные соревнования ожидаются в Турции. Только вот когда именно, пока, естественно, непонятно. Мен кыргыз баламын, кыздарды силеймин, жыттаган гүлүмүн, сүп калсаң гүлдөмүн, сенин түшүңүн, манас батырмын, колумда калкан жана чоң кылыч, 41 жыл эмес адайым районум тынч, жакпаган адамды жок кыламын, балталап, талкалап, таптап, чайнап,